Приветствую вас на канале Умный дом Xiaomi. В этом обзоре расскажу о популярной модели увлажнителя воздуха SmartMe Evaporative Humidifier, в народе нареченный как увлажнитель Xiaomi второй версии. Из названия увлажнителя становится ясен принцип его работы – это испарительный увлажнитель. То есть происходит процесс естественного испарения влаги без ультразвука или системы нагрева воды. Стоимость увлажнителя зимой 2020 года немного более 4500 рублей. Ссылку на страницу товара в Яндекс.Маркете и других магазинах с доставкой вы можете найти в описании к этому видео. Начнем с основных характеристик. Вес увлажнителя с пустым баком 4 кг 300 г. Высота чуть более 36 см, глубина и ширина 24 см. Максимальная потребляемая мощность всего 8 Вт. Максимальный уровень шума на высокой скорости работы 47 дБ. Объем бака для воды равен 4 литрам. Этого запаса хватит для непрерывной работы в течение 16 часов, так как увлажнитель способен испарять до 250 грамм воды в час. Увлажнитель сделан из двух основных частей. Снизу бак для воды с барабаном, состоящим из 36 пластин, и верхняя часть с блоком управления и бесщеточным двигателем, который обеспечивает вращение вентилятора для нагнетания воздуха. Такая конструкция позволяет безопасно отделить электронику и воду, а также обеспечить удобное обслуживание устройства. Бак увлажнителя выполнен из пластика с антибактериальным покрытием, которое предотвращает цветение воды и размножение в ней бактерий. Это важно, однако не избавляет от необходимости периодической очистки и мытья бака, но об этом расскажу подробно немного позднее. На задней стенке бака расположен датчик уровня воды с отметкой максимального допустимого объема в баке и двумя контактами сверху. Площадь пластин барабана около 2 квадратных метров. Их поверхность выполнена таким образом, чтобы на ней задерживалось максимальное количество воды для последующего испарения. Верхняя половина устройства имеет две сенсорные кнопки управления и набор светодиодных индикаторов. Левая кнопка управляет яркостью индикации от максимального уровня до полного отключения светодиодов. Правая кнопка регулирует вращение вентилятора. Доступно 3 скорости и автоматический режим. При нажатии правой кнопки на несколько секунд происходит включение или выключение устройства. Управлять увлажнителем также можно через приложение Mi Home на вашем смартфоне. С задней стороны верхней половины увлажнителя установлен датчик температуры и влажности, а также имеется решетка для забора воздуха. Тут также расположен вывод кабеля питания, который имеет длину 1,5 метра. Для работы увлажнителя Xiaomi SmartMe не требуется использование дистиллированной или специально подготовленной воды. В бак заливается обычная вода из-под крана. В процессе работы осуществлять долив воды можно через верхнюю решетку, при этом контролируя уровень с помощью светодиодных индикаторов. Увлажнитель во время своей работы еще и очищает воздух от крупных частиц пыли. Они остаются в баке для воды. Кроме того, если вода подолгу застаивается, то в ней начинаются процессы размножения бактерий. По этой причине бак, включая барабан, необходимо периодически мыть. Я делаю это примерно 1 раз в неделю. Для этого нижнюю часть увлажнителя, в которой нет никаких электронных элементов, можно целиком мыть под проточной водой, например в душе. Барабан можно полностью разобрать. Для этого следуем указаниям на боковой шестерне и откручиваем ее по часовой стрелке. После можно снять с вала все 36 пластин. Весь процесс очистки бака и барабана с пластинами самостоятельно занимает около 30 минут. По своему опыту эксплуатации увлажнителя SmartMe могу сказать, что пластины можно мыть в посудомоечной машине при температуре воды не более 40 градусов, то есть в деликатном режиме, который обычно используется для хрупкой посуды. Иначе под воздействием горячей воды пластины необратимо деформируются. Если вы не уверены в сохранности пластин после автоматической мойки, то лучше 1 раз в месяц мыть барабан вручную. Перейдем к практическому использованию и настройке. Увлажнитель способен работать стационарно, без необходимости подключения к мобильному приложению. Как уже сказал ранее, все управление можно осуществлять с помощью 2 кнопок на корпусе устройства. Однако в таком случае вы не сможете использовать его в системе умного дома, настраивать автоматизацию или отслеживать параметры качества воздуха, а также управлять им с помощью голосового помощника. Для подключения увлажнителя к Mi Home необходимо нажать обе сенсорные кнопки на корпусе до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi по центру начнет мигать.
После этого увлажнитель можно добавить в список устройств приложения Mi Home. На экране управления устройством вы можете постоянно видеть текущий уровень влажности и температуры воздуха в помещении, а также количество воды в баке. Если бак пуст, то вы увидите соответствующее уведомление. С помощью 3 основных кнопок на экране управления увлажнителем можно включать, выключать устройство, устанавливать скорость или задать таймер работы. Через дополнительное меню возможно полностью отключить звуки, включить режим осушения, при котором увлажнитель еще в течение 8 часов после достижения минимального уровня воды в баке продолжит работу. Это необходимо для исключения неприятных запахов в остатках воды. Также возможно включить родительский контроль, который полностью отключает управление работой увлажнителя с помощью кнопок на корпусе. И последний селектор управляет отправкой уведомлений об ошибках, отсутствии воды в баке или снятой крышке. В дополнительных настройках можно управлять работой увлажнителя в сценариях, в том числе совместно с другими устройствами умного дома. Увлажнитель может быть и условием в работе других устройств, и выполнять различные действия при возникновении заданных параметров. Более того, данный увлажнитель имеет встроенный Bluetooth шлюз, к которому могут подключаться другие устройства для взаимодействия с экосистемой умного дома Xiaomi. Управлять Xiaomi Humidifier 2 возможно с помощью голосового ассистента Alisa от Яндекса. Для этого необходимо предварительно связать свою учетную запись с Xiaomi в настройках Алисы и добавить увлажнитель в список устройств. После быстрой настройки будут доступны команды для включения, выключения и настройки скорости работы. Мой опыт использования увлажнителя Xiaomi за прошедший год говорит о том, что необходимо лишь один раз установить и настроить его, и в дальнейшем лишь доливать воду и проводить очистку в течение всего отопительного сезона. Влажность в помещении с данным увлажнителем становится выше примерно на 20%. Это делает воздух значительно более комфортным для слизистых оболочек и кожи, а уровень шума в автоматическом режиме не мешает сну даже в ночное время. Спасибо за внимание! Если у вас остались вопросы об увлажнителе Xiaomi Smart Mi или вы хотите поделиться своим советом в вопросе его эксплуатации и обслуживания, пишите в комментариях.